Привет зрителям и подписчикам канала Сорокин Теннис. В этом видео я покажу сегодня, как обыграть качальщика. Это будет обширное видео, и я покажу поэтапно, как помогало это мне, и поделюсь своим опытом, как это делать. Обо всем по порядку, поехали. С чего мне хочется начать это видео? Мне хочется начать его, наверное, с такого же процесса, который мы снимали в видео, показывали чемпион до 10 лет. Это со скорости удара, который наносится поэтапно, и дистанции, с которой они наносятся. То есть ни для кого не секрет, что дети, которые кидают, которые играют свечками, они чемпионы по детям, и до 12-13 лет, пока мышечная масса и скорость удара существенно не увеличивается, эти дети действительно могут приобретать огромное количество медалей, побед и всего остального. Я бы делил саму тактику игры против качальщика на 3 этапа дистанционно. То есть я покажу просто эти дистанции, а потом объясню, что это такое. То есть это первая дистанция. Это здесь находится примерно среднестатистический обмен свечками, то есть он происходит отсюда. Это вторая дистанция. Или вторая линия, я не знаю, как ее назвать правильно. И третья. Одно из самых главных правил, которое должен соблюдать человек, который хочет обыграть качальщика, это не миновать ни одну из этих линий. То есть продвигаться поэтапно. Как это делается? То есть, например, представьте себе, что вы играете свечку вот здесь, да? И вы захотели после глубокой свечки напрямую выйти к сетке. Скорее всего, это увенчается провалом или проигрышем очка не в вашу сторону. Делить надо на этапы. То есть, если вы обмениваете свечкой за 2, за 3, может быть, до забора, за 4 метра, до 5, до задней линии, то ваша задача за счет обмена свечками должна быть оказаться вот здесь. Войти на 2 метра в корт. Стоя на 2 метра в корте, вы должны позаботиться о том, чтобы войти на 3-ю линию и выйти на доигровку с лета. Именно такой позиционной системой я бы объяснял тактику игры против качальщика. Сейчас я пробую объяснить, как это делать. Из моей практики тренерской и немножко даже игрока, то есть я очень неплохо в детстве кидал свечки. И мне становилось прям тепло, когда я видел, что вот люди начинали просто пробивать от забора очень сильно. То есть для любого человека, который умеет считать, там примерно 24 метра корт, по 3 метра мы отошли по 2,5 за линию, да, я кидал свечку, то есть не совсем удобная точка для атаки. То есть если человек ударит мне мяч даже очень плотно, то, скорее всего, от времени полета его мяча, от его струн до моих будет более 2 секунд. То есть, если будет 1,7, 1,8. Представьте себе, сколько я могу пробежать за 1,7 и 1,8. То есть, я могу пробежать порядка 15-16 метров. То есть, если мы возьмем корт, у которого ширина 10, и по 2,5 метра я выбегу в одну или в другую сторону, плюс частично я буду предвидеть направление удара, я корт перекрою. Если человек нанесет таких ударов 3 или 4, не сближаясь по дистанции, понятно, что вероятность его ошибки значительно выше, чем моя. Если моя задача просто кидать центр корт высоко, а его задача приближать к линии и атаковать на таком расстоянии от задней линии и от сетки. Я наблюдал немало матчей, где это просто переходило в пену со рта, и человек там пробивал за задней линией, у него там ошибка, они начинали кричать: это не теннис, это херня, это качает. Но тем не менее это теннис. И я думаю, что и тренера, и юниоры, которые со стажем, которые уже ездили там на какие-то турниры даже топовые до 12-14 лет, они видят, что в основном все играется такими активными полусвечками, и кто из них искуснее выходит из этой полусвечки, тот и является сейчас лидером 14-16-летнего тенниса в Европе и в мире. То есть конкретно такого тенниса, что летит мяч 10 сантиметров над сеткой, и мы смотрим что-то похожее как по телевизору, такого у юниоров малого возраста нету. То есть в основном это просто активная полусвечка и переход. По поводу того, теннис это или не теннис, вот эти вот кидания свечками, это не теннис, он не имеет никакой перспективы за пределами 14 лет, но тем не менее он может давать результат до этого возраста. Естественно, показывать то, что это не теннис, надо не пеной с рта и выбиванием в психах мячей в задней линии в забор, а показывать надо превосходством. Я попробую сейчас это показать, как это делать. Это, наверное, сложно сравнить с чем-то таким связанным с высоким уровнем, но, тем не менее, опытные качальщики тоже делают это на хорошем уровне. И они очень четко, позиционно чувствуют, когда теряют позицию. То есть, что такое терять позицию? Да? То есть, грубо говоря, если вы теряете корт и вас выдвигают в сторону, и человек, который с опытом кача, он прекрасно понимает, что компенсировать потерю дистанции, которую он потерял, можно высотой. И когда он закидывает мяч
очень высоко в небо, и мяч летит долго в полете, он обеспечивает себе время на возврат. Это можно очень долго это объяснять, и, наверное, даже одной серии не хватит, чтобы объяснить это видео, но я попробую поэтапно это все показать, как правильно это делать, насколько опытен может быть тот человек, который кидает вперед, и не всегда драйвом вы сможете войти вперед и доиграть свечку, которую он кидает, если это действительно опытный качальщик. Но человек, который чувствует позиционно, что он эту позицию теряет, он старается бросанием свечки вверх компенсировать себе время на возврат. Что это ему дает? Представьте себе, что человек, который потерял корт, дурачок. И он, ничего не создавая, отвечает низко над сеткой и, допустим, к вам, в середину. И мяч достигает ваших струн за меньшее время, чем та высокая свечка, которая летела бы вверх. Соответственно, игрок, который нанес этот идиотский удар, начинает бежать в следующую сторону, сделав 2 разножки, и в этот момент уже мяч находится на струнах у соперника. И он бежит от боковой линии, например, до боковой. Он бежит 10 метров. Человек, который кидает свечку, свечка находится в полете больше, и человек может неспешным шагом допрыгать до центра и спокойно еще даже ждать в центре касания струн, частично видя направление удара. Это он компенсирует время, потеря угла, которое у него было, временем компенсируется броском этой свечки вверх. Превосходство в уровне удара, да, то есть, опять же, у каждого свое мнение. Мне, например, очень сложно сравнить человека, который пускай даже может кинуть там классную свечку вот так, да, или человека, который там может просто там встать и ударить с этого же мяча хорошую открытую стойку. Естественно, открытая стойка — это удар, который там на голову выше по уровню, особенно человек, который понимает, как в нее идти на подъеме или на спуске, он это делает уровень выше. В чем проблема? Что если он будет делать это с расстояния, которое большое, то просто времени будет все время настолько много, что человек, который кидает свечки, все время будет успевать, и он будет отыгрывать эти свечки назад. И если это будет делаться там в 2 удара, там, в каких-то исключительных случаях, это закончится в сторону пробивающего. А если это будет делаться в 6-7 ударов, все время энергозатрат на человека, который будет бить эти открытые стойки, и риск, который он будет наносить, ну просто это будет снижаться с ошибкой. Какие-то мячи он будет выигрывать, но больше будет выигрывать тот, кто кидает. И основа тактики игры против качальщика — это вход на вторую линию. Как бы я учил человека обыгрывать качальщика, и как я стараюсь обучать детей, которые у меня тренируются, не превосходить его ударом с его свечки, а перед этим превзойти свечки на свечку. Что это такое? Я пробую объяснить. Мне тактика очень помогла, потому что я вот, например, просто кидал свечки там в детстве, ну, как бы пока мяч летел медленнее, потому что получалось выигрывать. А потом, как бы, ну, все это закончилось, и я не понимал, как выигрывать вообще. Но потом я немножко разобрался, что свечка тоже может быть оружием, и я получал короткие мячи с помощью свечки. То есть, когда закручивают свечку назад, и игрок оттягивается по свечке, в самой свечке перестать в голове воспринимать свечку как отыгрывание мяча, а попробовать воспринять свечку как активно вкрученный мяч. На примере я покажу, как это делается. То есть, что такое контроль мяча? Контроль любого мяча — это согнутые руки на расстоянии, в котором они могут выпрямиться и сделать касание с проводкой. Если вы крутите хорошую свечку, и эта свечка отскакивает высоко, в сторону, широко, неважно, и она заставляет вашего соперника вытянуть руки, если он их вытягивает, он сделает только касание. Хорошего отыгрыша длинного уже не будет. И вот этим вот моментом, когда вы заставляете его вытянуть руки, вы создаете себе короткую свечку. И таким образом вы трансформируете свой мозг, что ваша свечка уже не является напрямую защитой. Ваша свечка является контратакой или атакой напрямую. Вы можете просто моделировать. И вот, допустим, превосходя с человека, он накрутил свечку, вы отошли назад и накрутили свечку в ответ. И вот если ваша свечка получилась, вам и так придется работать. То есть в целом ваша работа ног все время будет выглядеть вот таким вот иксом на корте. То есть, я сейчас покажу, как вы будете двигаться. Вот этот икс, он будет присутствовать постоянно. То есть, вы находитесь в центре, вам кидают свечку, вы отходите назад, откручиваете, превосходите или не превосходите соперника в свечке, возвращаетесь в центр и в центре смотрите. Если ваша свечка получилась и ответ был короче, то с нее вы делаете переход вперед. Или вправо, или влево. Если ваше действие вот здесь было успешным, то вы переходите на ту самую третью линию, которую я показывал. То есть, по сути дела, от забора
свечкой вы заботитесь о том, чтобы зайти в корт. Внутри корта вы принимаете решение, которое должно вас выдвинуть к сетке. И вот таким образом я вижу одну из тактик, которую можно качальщика, как выкурить с норы и заставить его делать что-то другое. Когда-то один очень известный в Одессе тренер, он сказал хорошую фразу, и я ее запомнил. Был разговор по поводу девочки, которая защищалась, и девочки, которая била. И его девочка била, моя защищалась, и выиграла моя девочка. И папа девочки, которая била, очень сильно возмущался, что это не теннис и не теннис. И этот человек достаточно так корректно сказал, не обидев меня при этом, хотя навряд ли бы обиделся на его замечания или какие-то крики его папы. Он сказал, что такое более сильная тактика? Он говорит, более сильная тактика – это когда человек своей игрой склонил другого человека играть в свою игру. Я пробую объяснить это на простом примере. Вы вышли бить, да? Вы бьете, человек защищается. Вы бьете, человек защищается. Защищается успешнее, чем вы бьете. Ваши атакующие действия вызывают ошибку за ошибкой, и вы теряете очки. Пробили вы первый сет, получили 6-1. Что вы начнете делать? Менять тактику, кидать. Чья тактика сильнее? Его. Он склонил вас играть в свою игру. Точно так же можно трансформировать это. Вы вышли кидать мяч, вы кидаете, вам бьют. И вы получаете с того, что вы кидаете. Если вы не идиот, то вы тоже начнете бить. Вы перестанете кидать, если вам забивают все, что вы кидаете. Таким образом, тот, кто бьет, склонит вас играть в свою игру. Это более сильная тактика. Это достаточно простой ответ. Я получил его наверное, на первых шагах своей тренерской карьеры, не знаю, 12-13 лет назад. Но я считаю это до сих пор точно так же. То есть более успешная тактика – это когда человек подвигает другого человека играть в свою игру. Это и есть более сильная тактика. Это основа, это очень глобальная тема. Я не смогу ее рассказать в одном видео, даже если буду говорить час. Но если вам понравится эта тема, как обыграть качальщика, я могу пошагово показать 5 решений, которые существуют при выходе со свечек. Я могу показать еще один вариант, как заставить качальщика играть в другую игру, как перестать давать ему возможность просто тупо кидать свечки. Покажите реакцией, что вам это видео интересно, что эта тема востребована. Поставьте 250 лайков под этим видео, и я сниму вторую часть, окончив вот это движение, как применяются решения, какие это решения, какой выбор этих решений, при какой ситуации они применяются, на что должен опираться игрок, который выбирает то или иное решение. И также покажу вторую систему, как можно выкурить качальщика с норы и обыграть его таким способом. Как можно заставить его делать то, что он не умеет, действовать самому. Подписывайтесь на канал, Telegram, YouTube. Пожалуйста, поддерживайте нас. Мы работаем из последних сил. Я, честно говоря, даже не знаю, откуда у нас берется эта энергия. Просто, наверное, очень хочется делать что-то другое, не связанное просто с почасовой работой. И мы стараемся изо всех сил, чтобы найти этот глоток свежего воздуха. Может быть, таким образом даже приносим какие-то отдельные приятные эмоции для вас. Не старейте на корте. Пока.